Дорогие мои меломаны, аборигены интернета и просто сочувствующие. У микрофона, как вы уже догадались по особому тембру голоса, я, ваш покорный слуга, вещаю прямиком из Питера, где даже невские чайки выучили нотную грамоту. Ну, значит, сегодня у нас на горизонте, словно яркая комета, появляется товарищ, про которого не сказать грех. Итак, встречаем. Джейкоб Колльер. Дитя мультимедийной эпохи, музыкант, продюсер, автор песен и, что самое главное, неистовый мультиинструменталист. Если обычный рокер берет в руки гитару и считает себя богом, то Колльер берет в руки все, что может издавать звук, включая, кажется, пустую бутылку и ложку. Его музыка — это дикое, но обаятельное блендирование джаза, классики, госпела и фанка. Представьте себе, что Бах, Джеймс Браун и Стиви Уандер устроили джейм-сейшн в какой-нибудь лондонской подворотне. Получилось не месиво, а кристально чистое, сложнейшее гармоническое кружево. И, внимание, господа присяжные заседатели, факт, достойный книги Гиннесса. Этот скромный вундеркинд — первый британский музыкант, чьи первые 5 альбомов все выиграли Грэмми. Не один, не два, а все 5. Итак, появился на свет наш герой 2 августа 1994 года в Северном Лондоне. Не в каком-нибудь занюханном предместье, а в месте, где, видимо, даже уличные коты мяукают нотами, не совпадающие с оригиналом разве что на четверть тона. Ибо семейство у него — это вам не папа-инженер и мама-бухгалтер. Тут у нас чистая музыкальная аристократия. Бабушка и дедушка по материнской линии оба скрипачи. Но самый пикантный момент, господа, бабушка Лила Вонг, китаянка из Канады. Стало быть, в жилах нашего Джейкоба течет четверть китайской крови. И кто знает, может, именно эта гремучая смесь английской чопорности и восточной утонченности дала такой взрыв. Дедушка же Дерек Колльер был человеком серьезным, профессор Королевской академии музыки. Не просто играл на свадьбах, а гастролировал по миру как концертмейстер с оркестрами. Чувствуете уровень? Мальчик попал в правильные руки еще до того, как научился ходить. Ну, а мама? Мама — это особая песня, Сьюзи Колльер. Тоже скрипачка, более того, дирижер. И, ко всему прочему, преподаватель той самой Королевской академии музыки. Эта дама, видимо, могла управлять не только оркестром, но и 3 детьми, не сбиваясь с темпа. И вот вам потрясающая история из его детства, достойная пера Роальда Даля. Джейкобу несколько лет от роду. Пацан еще совсем сопливый, мама показывает на пылесос. Этот ужас советского и несоветского быта и спрашивает: «Скажи, какую ноту он поет?» Маленький Джейкоб, не моргнув глазов, отвечает: «Соль». И мама, ничуть не удивившись, подтверждает: «Да, это соль. А теперь спой ее, попробуй войти с ней в резонанс». Вдумайтесь, вместо того, чтобы просто сказать «молодец», она предлагает ребенку буквально слиться с пылесосом в космическом унисоне. Это вам не сюси-пуси, какой карапуз, это школа Станиславского для дошкольников. С тех пор, как вы понимаете, ни одна бытовая техника в доме Колльеров не могла звучать фальшиво. В доме вообще царила крепкая музыкальная атмосфера. Там постоянно играли Баха, Моцарта, Бенджамина Бриттона и, конечно, Стиви Уандера. Мама часто запиралась с детьми в комнате, и они, словно сбрендившие гномы, играли одну и ту же пьесу на разных инструментах. Без нудных уроков, без криков «занимайся гаммами».
Чистая радость звукоизвлечения. Правда, когда Джейкобу стукнуло 10, идиллию нарушил классический сюжет. Родители развелись, и мама Сьюзи осталась одна с 3 детьми, Джейкобом и 2 его младшими сестрами на руках. Но, как оказалось, даже эта драма не помешала таланту. С раннего детства у парня обнаружился абсолютный слух, и, что гораздо страшнее, неуемная страсть к исследованию музыки. Он не просто хотел играть, он хотел знать, как оно все устроено изнутри. Сам Джейкоб, уже будучи взрослым, во время выступления в Массачусетском технологическом институте, куда, видимо, его позвали починить какой-нибудь андронный коллайдер звука, сказал о матери потрясающие слова. Мама увидела, что у меня странный мозг, который отчаянно жаждет творить. Она показывала мне разную музыку: Баха, Стравинского, Бобби Макфаррена, Стинга. Они были героями моего взросления. Меня не просили понимать музыку. Мне просто позволяли ей наслаждаться. Самым большим подарком была возможность творить. Singing songs to your affection, with rhymes to your perfection. In my eyes see a reflection of you. Ну-с, дорогие мои педагоги-теоретики, приготовьтесь, сейчас я расскажу вам то, от чего у традиционной музыкальной профессуры, той самой, что душит учеников гаммами и этюдами, немедленно случится мигрень и экзистенциональный кризис. Итак, казалось бы, родиться в семействе, где каждый второй профессор академии или концертмейстер с мировым именем, прямая путевка в консерваторию с пеленок. Логично? Логично. Но то, что логично для нас, простых смертных, не работает для вихрастого феномена по имени Джейкоб Коллер. Ибо наш герой не получил традиционного классического музыкального образования. Вообще никакого. Ноль. Подавляющее большинство своих инструментальных и музыкальных навыков, включая владение основным инструментом фортепиано, он освоил сам. Сам, понимаете? Как Маугли в джунглях, только вместо волков его воспитывали нотные станы и миди-контроллеры. Ребенок, которому мама показывала Бенджамина Бриттона, просто взял и отказался от урока фортепиано. Вежливо так, видимо, сказал: «Спасибо, ма, я лучше сам поковыряюсь». Потому что его желанием было вести свою музыкальную практику и исследования исключительно через собственные усилия. Не через «делай раз», «делай два», а через «интересно, что будет, если нажать вот это сочетание». И тут в нашем повествовании появляется не просто талант, а еще и технологии, господа. В возрасте 6 лет, когда нормальные дети лепят куличики в песочнице, Джейкоб Коллер обзаводится своим первым клавишным инструментом и, внимание, программой Cubase. В 7 лет он уже не просто тыкает кнопки, а начинает экспериментировать с аранжировками, а с 11 лет пересаживается на тяжелую артиллерию Logic. Именно у него, а не в классах с портретами Чайковского, происходит его становление. В доме Коллеров есть музыкальная комната, которая принадлежит только ему. Это не кабинет, не гостиная, это святая святых. Логово, пещера с сокровищами Аладдина, только вместо золота там инструмент. По мере взросления комната эта наполнялась все большим количеством музыкальных орудий и артефактов. Гитары, синтезаторы, микрофоны, провода, пульты, целая вселенная в 4 стенах. Там он сочиняет, там он аранжирует, там он исполняет и там же творит свою музыку. И название его дебютного альбома
В моей комнате. Это вам не красивая метафора и не маркетинговый ход. Это чистая, незамутненная правда жизни. Все, что вы там слышите, было создано в этой самой комнате. Один человек без посторонних, без менторов, только он и его бесконечное любопытство. Вот так, господа, рождается гений. Не в душных классах с нафталином, а в комнате, где пахнет паяльником и новыми струнами. All the boys in town follow you all around, just like me. They long to be so close to you, Lord. Дорогие мои радиослушатели, полуночники и просто любители разобрать по косточкам биографию вундеркинда. Мы с вами уже выяснили, что Джейкоб Коллер – это ходячая аномалия. Но сегодня, значится, переходим к той части марлезонского балета, где наш герой из вундеркинда на дому превращается в мировую сенсацию, попутно собирая похвалы от тех, чьи имена выбиты в камне истории музыки. Итак, для начала давайте оценим масштаб дарования. Еще будучи карапузом в 2004 в возрасте 10 лет, Джейкоб играет крошку Тима в музыкальном фильме «Рождественская история» режиссера Артура Аллана Сейдельмана. Не просто роль «подай, принеси», а настоящая актерская работа в классической диксоновской экранизации. Спустя 3 года, в 2007 он уже влипает в мир высокой оперы, исполняя Майлзова в постановке Бенджамина Бриттона «Поворот винта». И на закуску в 2008 этот пацан получает золотую медаль Ассоциации королевских музыкальных школ за то, что сдает национальный экзамен по вокалу 8 класса с высшим баллом по всей стране. Для тех, кто не в курсе, это все равно, что выиграть Олимпиаду по пению в масштабах Британии. Но настоящий цирк, господа, начался в 2011-м. Джейкоб, которому на тот момент едва стукнуло 17, открывает канал на YouTube и начинает заливать туда самодельные музыкальные видео. Что он делает? Он берет классические песни вроде «Isn't She Lovely» и «Poor Imagination», перекраивает их так, что они начинают сиять новыми красками и аккомпанирует себе при помощи плотных, сложнейших гармоний. При этом он сам поет все вокальные партии акапелла и сам играет на всех инструментах. Ну что, друзья мои, если вам по душе то, что здесь звучит и мелькает, сделайте мне одолжение. Щелкните тот самый колокольчик и не поскупитесь на палец вверх. А если уши после просмотра требуют продолжения банкета, все мелодии, что прозвучали, собраны для вас в одном месте, в моей группе ВКонтакте. Заходите как к себе домой. Хочется напрямую в эфир что-то сказать, историей поделиться или видеороликом интересным, добро пожаловать в мой телеграм-канал, там всегда на связи. И признаюсь по секрету, весь этот праздник жизни я делаю своими руками после трудового дня на одном лишь энтузиазме. Так что если считаете, что труд этот не напрасен и достоин грошика футляр скрипки, поддержать старину можно через Бусти, через ВК Донатс или просто кинув уголька в топку на карту. Все координаты, как водится, оставил на клочке бумаги под этим видео. Переломный момент, как водится, наступил внезапно. 2013 год. Джейкоб выкладывает кавер на знаменитую песню Стиви Уандера «Don't You Worry About a Thing». И тут, как говорится, шарахнуло.
Видео мгновенно набирает бешеную популярность и привлекает внимание людей, ради которых обычно нанимают охрану. Топ прислал ему восторженные отзывы. Куинси Джонс, тот самый, что продюсировал Майкла Джексона, и Херби Хэнкок, гений джазового фортепиано. Но, что еще важнее, через это видео Джейкоб познакомился с Беном Блумбергом, докторандом из MIT Media Lab. И этот Бен, ребята, стал тем самым профессором Франкенштейном, который помог нашему герою создать его главное сценическое оружие – гармонайзер. Штуковина, которая позволяет Джейкобу петь одну ноту, нажимать клавишу с нужной гармонией, и в реальном времени наружу вылетает многоголосие, словно на сцене стоит целый госпел-хор. С помощью этой машины, господа, он может творить акапельные гармонические секвенции прямо на концертах без помощи фонограммы. Чистая магия. Ну а в 2014-м Куинси Джонс, видимо, решив, что такими талантами разбрасываться нельзя, приглашает Джейкоба в США для участия в джазовом фестивале в Монтрео. Там и состоялось его первое живое выступление. И в следующем году Джейкоб выдает полноценный концерт на разогреве у Херби Хэнкока и Чика Кори. Два титана джаза, а перед ними парень, который играет на рояле, гитаре, барабанах, басу и управляет гармонайзером. Один человек – оркестр. Этот выход на сцену, собственно, и закрепил за ним на следующие 2 года формат One Man Show. После этого феерического выступления парень засел за первый альбом. И, как вы уже знаете, для сбора средств он запустил гениальную кампанию. 100 слушателей. И среди них не только мы с вами, но и Джейки Каум, Бен Фолс и сам Херби Хэнкок прислали ему 15-секундные мелодии, а он их божественно гармонизировал и выкладывал обратно. Забавный способ напомнить, что музыка – это диалог. В июле 16-го выходит его дебютный альбом. 8 оригинальных композиций, 3 кавера и все. От аранжировок до продюсирования и, разумеется, исполнения каждой ноты сделано Джейкобом Коллером лично. Но самый смак сведения альбома проходило в студии легендарного кинокомпозитора Ханса Циммера. Да-да, того самого, что написал саундтреки к «Интерстеллару» и «Пиратам Карибского моря». Дальше по накатанной. В феврале 17-го треки с альбома Flintstones и UNI берут 2 премии Грэмми за лучшие аранжировки, инструментальную и вокальную. Затем, словно между делом, переосмысливает знаменитый рингтон Samsung Over the Horizon и вместе с Циммером пишет музыку к мультфильму «Босс-молокосос». Ну, дорогие мои меломаны, сочувствующие и просто случайно залетевшие на огонек, мы с вами добрались до той части нашей саги, где наш вихрастый гений перерастает быть просто YouTube-феноменом и выкатывается на мировые подмостки, чтобы устроить там форменную музыкальную революцию безо всяких там гильотин. Итак, в плане выступлений все началось с гастролей, которые иначе как безумным марафоном не назовешь. Начиная с 2015 года Джейкоб впрягся в мировой тур в формате One Man Show, который длился ни много ни мало 2,5 года. Представляете себе эту картину? Выходит на сцену не банда, не квартет, не оркестр, а один человек. И этот один человек, словно осьминог с музыкальным образованием, играет на всех инструментах сам, в реальном времени перетаскивая на сцену всю ту богатую, сочную, сумасшедшую музыку, что была на пластинках. Зрители, привыкшие к фонограммам и подпевкам, впадают в транс. Впечатление от такого шоу, будто тебе лично показали, как устроена вселенная изнутри. Репутация и влияние взлетают до стратосферы.
Но самое главное колдовство, господа, происходит, когда Джейкоб берется за зал. Он частенько дирижирует зрителями, создавая импровизированные гармонии. Просит спеть ноту, другую, и вдруг бац! Простые смертные превращаются в сводный хор, причем это не убогое ля-ля-ля в унисон, нет. Колдун Коллер лепит из толпы все, что его гениальной душе угодно, от простых трезвучий и септаккордов до каких-то немыслимых красочных терцидецием-аккордов, от которых у любого студента музыкального училища пошла бы носом кровь. И все это он решает на ходу, в зависимости от размера толпы, ее расположения в зале и сиюминутного ощущения. В каждом городе, в каждом концерте акустический эффект от этого хорового безумия будет свой, уникальный. Через эту звуковую магию публика из простых зрителей превращается в главных героев, в полноправных участников действа. Это не концерт, это сеанс единения. А дальше новый замысел, масштаб которого поражает. 29 октября 18 год Джейкоб объявляет о запуске серии «Джесс», колоссального проекта из 4 альбомов, и вот 7 декабря выходит первый том. Этот альбом посвящен оркестровой музыке. Джейкоб, который когда-то записывался один в комнате, теперь творит в компании Метрополь Оркестр, вокального ансамбля Wolves 8, певицы Лоры Мвулы, дирижера Жюля Бакли, марокканского музыканта Хамида Эль-Касри и, внимание, своей собственной мамы Сьюзи Коллер. Семейный подряд, так сказать. И результат. Трек All Night Long с этого альбома берет очередную Грэмми за лучшую аранжировку. Не успел стихнуть восторг от первого тома, как 19 июля 2019 года выходит «Джесс 2». Здесь наш алхимик сменил фокус и углубился в акустическую музыку. И снова калейдоскоп имен. Тут вам и Лиан Лахалас, и малийская певица Ума Сангре, и мандолинный гений Кристайл, и фолк-музыкант Сэм Эмидан, и гитарный бог Стив Vai, и певица Бека Стивенс. Но главный перл этого альбома — кавер на классику, на Moon River, ту самую, которую пела Одри Хепберн. Казалось бы, ну что можно добавить? Но Джейкоб Коллер переосмысливает ее, расцвечивая такими грандиозными гармониями и превращая в такую масштабную акапельную фреску, что жюри Грэмми снова роняет челюсть и выдает ему статуэтку за лучшую аранжировку. Ну-с, дорогие мои, запасаемся терпением и горячим чаем, потому что сейчас будет настоящий залп хитами, альбомами и дуэтами. Наш Джейкоб Коллер, видимо, решил установить мировой рекорд по количеству коллабораций на единицу времени. Итак, поехали. 14 августа 2020 вываливается на нас «Джесс 3». Этот альбом посвящен поп-музыке, но, зная Джейкоба,
Поп там такого уровня, что обычные поп-продюсеры нервно курят в сторонке. В гостях у него Дэниел Сизер, Джейси Рейс, Ти Пейн, Кимбра. Жанры прыгают от джаза и R&B до рэпа и фанка. Такой музыкальный винегрет получает номинацию на альбом года на 63-й церемонии Грэмми. Ну а трек He Will Not Hold You берет саму статуэтку за лучшую вокальную аранжировку. То есть, внимание, он уже начинает собирать Грэмми с каждого альбома как фишки. And all across from all around, the people make a people sound. They dance along the avenue of what I thought I knew. And all across from all around, the people make a people sound. They dance along. Дальше осень и зима. 20 ноября 2020 года. Сингл The Christmas Song. Та самая про каштаны, жарящиеся на открытом огне. 1 января 21 сингл The Sun is in Your Eyes. Но самое интересное начинается в сентябре-октябре, когда на связь выходит не кто-нибудь, а Coldplay. Да-да, группа Криса Мартина. Рождаются два совместных трека My Universe и Human Heart. Джейкоб Коллер и Coldplay, представляете, звучит как встреча двух галактик. Ну а в 22-м новый поворот. Выходит личный документальный фильм. Видимо, создатели тоже прониклись магией его комнаты и решили показать, как там все устроено. Ну а вскоре новый сингл, записанный с Лиззи МакЭлпан и Джоном Мэйером. И тут Джейкоб выдает то, от чего у живых концертоманов захватывает дух. Выходит концертный альбом Piano Ballads. 11 каверов, взятых прямиком из тура Jazz 2022. Но послушайте, что он говорит про эти свои турне. Каждое выступление включает песню, которую я никогда раньше не пел, и я не репетирую и не планирую ее содержание заранее. Только когда я сажусь за фортепиано, я решаю, какую песню спеть и в какой тональности. Вы это видите? Человек играет с судьбой и музыкой в покер вживую на сцене без страховки. Из этих спонтанных, сырых, божественных моментов он собрал альбом, где во многих треках слышны те самые спонтанные зрительские хоры. Like a candle wax. So let love take us to the hour. Give up with the fuss, don't stop till you get enough. Give up with the fuss, don't stop till you get enough. Give up with the fuss, don't stop till you get enough. Give up with the fuss, don't stop. Ну а дальше как из пулемета. 14 июля 23-го, сингл Well. 20 сентября 23-го, анонс Jazz 4. Выйдет 29 февраля 24-го. Високосный год, магия чисел, финал тетралогии. И концепт просто крышесносный. Альбом включает в себя гармонии более чем 100 тысяч зрителей, собранные в мировом туре джаз. Слушатели — это и есть сама музыка, заявляет Джейкоб. И мы понимаем, что для него это не просто слова. И понеслись синглы-предвестники Little Blues с Бренди Карлай, той самой, с которой, как мы помним, и сэр Элтон записывал альбом в 25-м. Wherever I Go с группой Лоуренс и легендарным Майклом Макдональдом. Witness Me с могучим десантом, Шон Мендес, Стормзи, Кирк Франклин. Представляете этот сплав поп-соула, грайма и госпела. Ник Коразон с колумбийской звездой Камила. И вот 5 февраля 24-го, предфинальный аккорд. Сингл In the Wee Small Hours of the Morning берет очередную Грэмми за лучшую аранжировку. 29 февраля 24-го, дата X.
выходит альбом Jazz 4, кульминация всего проекта, смешение всех стилистических границ, регионов и времен. И, разумеется, альбом получает номинацию на альбом года. А трек Bridge Over Troubled Water уносит статуэтку за лучшую аранжировку. И что вы думали, он угомонился? Как бы не так, дорогие мои. Уже 25 июня 25 на китайской платформе NetEase Cloud Music выходит новый совместный сингл, записанный вместе с норвежской певицей Аврора. Экология, космос и два неземных голоса. Ну что ж, дорогие мои меломаны, полуночники и просто случайные прохожие в этом безумном мире звуков. Залпы стихли, синтезаторы остыли, последние аккорды джаз растворились где-то в ионосфере. Наш вихрастый герой, этот музыкальный Прометей, похитивший огонь у классиков и раздавший его простым смертным прямо в зрительном зале, продолжает свой путь. А мы с вами, переведя дух, можем наконец-то оглянуться и спросить, что это, черт возьми, было? Был мальчик, который предпочел гаммам пылесос, а консерваторским классом комнату, пропахшую паяльником и новыми струнами. Был юноша, который в одиночку, словно Том Круз в «Миссии невыполнима», пересобрал всю музыкальную вселенную на своем домашнем компьютере. И вот теперь перед нами человек, который умудрился сделать невозможное. Он превратил музыкальную теорию, этот страшный сон любого студента, в аттракцион невиданной щедрости, где самые сложные аккорды становятся таким же народным достоянием, как подмосковные вечера. Для киноакадемиков и музыкальных снобов Джейкоб Коллер — это статистика. Первый британец, чьи первые 5 альбомов взяли Грэмми. Обладатель Оскара за саундтрек собственной жизни, квинтэссенция успеха. Но для нас с вами, для тех, кто хоть раз стоял в зале и по команде этого кудрявого кудесника выводил голосом немыслимую гармонию, он проводник. Проводник в мир, где музыка перестает быть товаром и снова становится чудом. Где нет границ между Бахом и фанком, между Стиви Уандером и Стормзи, между сценой и зрительным залом. И когда камера медленно отъезжает назад, показывая его стоящим на сцене в окружении десятков инструментов, проводов и горящих лампочек, мы понимаем, это не финал, это даже не кульминация, это просто очередная модуляция, еще один неожиданный поворот в бесконечной гармонической секвенции его жизни. В комнате, где все это начиналось, до сих пор горит свет. И если вы прислушаетесь очень-очень внимательно, вы услышите, как мальчик с абсолютным слухом и вечным любопытством уже берет новую ноту. Ну а с вами был я, ваш покорный слуга. Берегите себя, и да хранит вас рок-н-ролл.